Привет-привет! Меня зовут Людмила, и с вами Таро в потоке. Название нашего сегодняшнего разбора звучит так. Молчите. Что он думает за стеной тишины? У нас сегодня будет 3 позиции. Раскладываю их перед вами. Конечно, загадывать нужно мужчин, с которыми вы сейчас в паузе находитесь, в какой-то молчанке. И начнем мы с сигнификации мужчины, да, потому что ситуация и так понятна, да, раз замолчали, значит, что-то пошло не так. Значит, просигнифицируем мужчину. Дальше смотрим, что же он думает за стеной тишины о вас, естественно, да. Думает ли он о вас, о том, что он уже пошел к каким-то новым берегам, да. Значит, и дополнительно посмотрим, собирается ли человек прерывать молчание, собирается ли он как-то действовать в вашу сторону, что-то делать вообще по этому поводу. И мы с вами начинаем. Двоечка, троечки, двоечки, троечки идут в ожидание. Единички, опа. Туз кубков. Что это значит? Угу. Здесь мужчина серьезно к вам относится на самом деле. Сразу видно, потому что вышли вы и вышли парой, да, с ним, несмотря на то, что у вас есть еще один мужчина, как говорят карты, да. Значит, что из себя представляет сам загаданный вами мужчина? Очень эмоциональный, очень такой, знаете, чувствительный человек. Человек, для которого очень важна тактильность, объятия, поцелуи, какие-то признания, какие-то слова. Человек, у которого есть акцент на сексуальных каких-то взаимоотношениях, то есть для него это очень-очень важно. Да? Он не мог бы длительное время находиться в каких-то платонических отношениях. Ему обязательно нужно женщину чувствовать. Да? Тут секс идет, вот этот сексуальный момент идет не как погоня только за этим, да? А именно полноценные отношения с женщиной без секса с ней невозможны. Он должен женщину понюхать, пощупать, поцеловать, для того, чтобы понять, его это человек или не его. Значит, этот человек очень такой, знаете, ранимый, обидчивый, сразу с места в карьер может начинать как-то, знаете, агрессировать, если вдруг вы его задели. Считает, что живет и вообще прожил, да, достаточно сложную жизнь. Он считает, что вот никому не досталось, и ему очень сильно досталось, да, много всяких событий сложных, с которыми он боролся и в которых он, конечно, в большинстве своем побеждал. Он говорит о том, что в юности он был очень таким легкомысленным, каким-то таким, знаете, про легкие отношения, про безответственность. Но сейчас прошло какое-то время, он, остепенился, да, понял какие-то важные смыслы для себя или стал думать о них. Короче говоря, повзрослел. Здесь вот такой повзрослевший мужчина. Вас видит себе парой. Он говорит, мы с ней разговариваем на одном языке душ. Да? Мы друг друга очень хорошо понимаем, очень хорошо слышим. И мы могли бы быть великолепной парой, но мы сейчас находимся в ссоре. Значит, поссорились вы достаточно так громко, я бы сказала. Здесь действительно была ссора, здесь не просто уход в какую-то молчанку, а было задето чье-то эго, или вы его эго задели, или он ваше, или как-то вместе, знаете, постарались. И он говорит, что ссора случилась на пустом месте. То есть из ничего. Как он считает, она возникла из ничего. Тем не менее, да, говорит о том, что вы судьба друг друга, вы шанс друг друга на какое-то совместное движение, на реализацию. Здесь на самом деле человек видит с вами какое-то будущее,
Единственное, что вот на сегодняшний момент оно как будто закрыто. Да, то есть я сейчас свои мечты попридержу, я сейчас свои надежды попридержу, потому что мы поругались, и нам нужно выяснить, кто мы друг для друга, да, и вообще мы куда-то идем или мы куда-то не идем. Он сразу же в сигнификации говорит о вас, это очень радует, очень радует. Но также на дне колоды у нас лежит какой-то ваш император. Может быть, вы замужем, причем не очень счастлива. Может быть, у вас есть еще какой-то мужчина на выбор, да, или просто какой-то вот постоянный партнер, от которого вы, возможно, хотите уйти. Или этот мужчина думает, что вы от него хотите уйти. Ну, не от него, а от своего постоянного партнера. Итак, хорошо. Что же он думает за стеной тишины между вами? Что же он думает за стеной тишины между вами? О вашем императоре думает он, понимаете? То есть он здесь думает о своем сопернике на самом деле. Он уверен, что у вас кто-то есть, он о нем знает. И это не какие-то выдумки, это не какие-то его там домыслы. У него четкое представление, у вас есть император. Разговор о том, что вы замужем конкретно, да, ну, вы можете просто жить с каким-то мужчиной, и здесь это тоже рассматривается как муж. Значит, что он думает за стеной тишины? Что было бы несправедливым навязываться вам и разрушать вашу жизнь с вашим императором. Что, в принципе, несмотря на то, что вы не до конца удовлетворены своим замужеством, эмоционально страдаете, возможно, да, чувствуете, что время уходит, молодость уходит, сексуальность уходит куда-то. Несмотря на это, у вас все равно счастливые семейные отношения. Здесь мужчина рассуждает о вас с вашим мужем и о том, что у вас прекрасная семья. И, к сожалению, он здесь третий лишний. Здесь порядочный мужчина на самом деле, понимаете? Он говорит, какие бы чувства меня не одолевали к ней, и как бы я не хотел какого-то дальнейшего будущего с ней. То есть он видит с вами тоже прекрасное, настоящее семейное будущее. Он об этом думает. Понимаете, что вы вот как-то, знаете, ему очень сильно подходите. Вы действительно его пара настоящая. И он хотел бы на самом деле, чтобы между вами была семья, и чтобы между вами было вот что-то такое настоящее, земное, понятное, совместное движение, да? Но он говорит, но она же счастлива в своем браке. Она счастлива, и у нее действительно хороший, классный император, у нее хороший муж. Разве я имею право со своими чувствами, со своими мечтами вот так вот влезть в ее отношения, разрушить ее жизнь, жизнь этого императора и построить на чужом несчастье собственного счастья? То есть здесь мужчина думает об этом, понимаете? За стеной тишины между вами он думает о том, что он, ну вот в этих ваших отношениях до этого молчания, он очень сильно хотел управлять вами. Он хотел вами манипулировать и как будто бы принудить вас быть с ним. Понимаете? То есть он использовал разные методы. Может быть, жалость вашу, да, то есть давил на жалость. Может быть, вызывал у вас какое-то чувство вины относительно себя. Может быть, наоборот, был с вами безумно нежен и эмоционален, чтобы вы почувствовали это, да, чтобы вот вы предпочли его, выбрали его. Здесь как бы, знаете, выбери меня, он говорил ранее.
Но сейчас в тишине он осознал, что это было неправильно, это было несправедливо. И думает он здесь даже не о вас, а именно о вашем партнере. О том, что есть такое понятие, да, как мужское братство какое-то, да. Вот так же, как мы, девчонки, поддерживаем друг друга, стараемся друг другу помочь, что-то объяснить, да, вот как бы солидарность такая женская. И у них есть мужская солидарность. И вот здесь вы выбрали, да, то есть мужчина вот этот очень порядочный. Редко сейчас мужчины думают о партнере своей женщины, если я влюблен. Да, всякое бывает, люди могут влюбиться, высшие силы иногда, знаете, создают весьма запутанные ситуации. Вот. Но он здесь думает о вашем партнере, он думает о том, что будет некрасиво, будет нечестно внедряться, и вообще и было нечестно, понимаете? То есть он как будто в тишине в этой переосмыслил свое собственное поведение. Ах, как я хотел все разрушить, ах, как я хотел все создать для себя. Но я не подумала о том, что там есть живой человек, мужчина, который делал что-то для нее, создавал что-то для нее. И я не подумал, что я на это не имею права. Вот о чем он думает за стеной тишины. Безусловно, его колбасит. Я ничего не скажу. Его колбасит, то периодически ему хочется проявиться, написать о своих чувствах, вернись ко мне, выбери меня, то наступает вот этот период осмысления какого-то рационального, и он говорит себе о том, что нет, проявляться не нужно, нужно вот замереть в этом положении, оставить все так, как есть. Хорошо. Давайте посмотрим, будет ли он действовать в вашу сторону. Будет ли он действовать в вашу сторону? Он сейчас решает. Он решает, потому что он понимает, чем дольше он молчит, тем больше между вами пропасть. Я бы так сказала. Вот. Он очень хочет действовать, он очень хочет нового начала, он хочет по-другому все сделать. Короче говоря, знаете, какая здесь мысль? А не перевести ли все это в дружбу, вот просто для того, чтобы она была рядом, и чтобы она не исчезла из моей жизни. Потому что ему без вас очень тяжело. Человек вас любит. Человек вас любит, вы его друг, вы его такая, знаете, вторая половинка. Он постоянно о вас думает, он считает, что он вас чувствует, что между вами какие-то энергетические нити присутствуют. Вот. И он чувствует себя жертвой обстоятельств, что вот именно так все случилось. Понимаете, человек действительно вас любит. И здесь мы говорим о слове «любовь», потому что он думает о вас. Он не думает о том, что я хочу, вот как бы мой жезл, вот мое сердце, предложить мне тебе нечего, но вот он я. Да? Так, нет, он так не думает. Он думает о вас, он думает о том, чтобы вы были счастливы, и о том, что если он сейчас что-то разрушит, вряд ли вы будете счастливы. Вряд ли он сможет на этих осколках построить ваше счастье. Кстати, удивительный мужчина, на самом деле. Вот. Но он не хочет вас отпускать насовсем, и поэтому у него есть мысли перевести ваши отношения в какую-то дружескую фазу, да, вот лишь бы вы были рядом, лишь бы вы не уходили, лишь бы вы проявляли себя, лишь бы общаться с вами, понимаете, хотя бы общаться, он говорит.
На сегодняшний момент он принимает какое-то решение, он думает, ему что-то делать или ему что-то не делать, понимаете? То есть он мечется сейчас между какими-то принятыми решениями. Он боится, что если он предложит вам дружбу, вы можете сбрыкнуть. Вы скажете, а где твоя любовь тогда? Понимаете? То есть он, ну, как бы думает о том, что вы его тоже любите. Значит, что вы обидитесь, что он вас может оскорбить предложением именно дружеских отношений, а не любовных. С другой стороны, он понимает, что если возвращаться после молчания и развивать любовь и страсть, да, это добром точно не закончится ни для кого. Короче говоря, сейчас он в нерешительности находится, я бы сказала, да, в принятии решения. Он находится в состоянии принятия решения. Вот. Действия с его стороны будут, потому что он без вас не может. Просто скорее всего, человек действительно будет все переводить во френд-зону. Не обижайтесь на него. Он делает так и будет это все предлагать не потому, что он вас не любит, не потому, что он ничего не хочет, а именно потому, что он думает о вас. Понимаете? И о том, что будет лучше не только для него. Ну вот какая-то такая история у нас сегодня. Благодарю вас. Двигаемся далее. Что-то у меня сегодня вот стул так прижат ко мне. Не развернуться. Двоечки. Звездушка пришла. Туз кубка, звезда. Да что ж за мужчины-то у нас такие сегодня? Посмотрим. Угу. Все ясно. Такая погасшая звезда у нас. Ясно. Все понятно. Короче говоря, мужчина, который, ну, или в детстве подавал какие-то надежды, или в юности подавал, он, может, и сейчас подает какие-то надежды. Это такая звезда-звездулечка. Может быть, очень талантливый человек на самом деле, какой-то медийный человек, это может быть, я не знаю, певец, музыкант, художник, писатель, драматург, то есть актер. Только это актер такой, знаете, вот Погорелого театра. У него были очень большие перспективы на жизнь, и он, в принципе, с детства его целовали в попу, говорили о том, что он великий, и вообще ему ничего не надо делать, просто вот он родился с великолепным талантом. Вот Боженька поцеловал тебя в макушку. И ты, значит, сейчас вот просто как пойдешь и зайдешь высоко-высоко на самую высокую гору человеческих достижений. Но, к сожалению, да, таланта в жизни недостаточно, нужно еще уметь его проявлять, работать очень много и двигаться вперед, да, по карьерной лестнице. Значит, здесь случилось следующее. Очень много амбиций было на жизнь, пожеланий и мечт. У человека возникло очень много высокомерия относительно других людей. Он четко отделяет себя от вот этого всего стада. Понимаете, да? Вот. И карьера не сложилась. То есть, если он актерствует, то актерствует в каком-то маленьком театре. Если он музыкант, ну, тоже такой, знаете, местечковый музыкант. Художник, который рисует, там, не знаю, портреты на заказ, да, для того, чтобы хоть как-то выжить. То есть у него талант есть, но он не смог стать великим. То есть в реальности он великим не стал, а у себя в голове, конечно, стал. Понимаете? То есть его психика не может принять, как это так, моя мама ошиблась. Да? Она же говорила, что я буду великим, значит, я есть великий. Поэтому этот человек стал колоссально
высокомерен относительно других. У него есть зависимости определенные. Может, он бухает, может, он наркоманит, но периодически он как будто бы, знаете, убегает в эти зависимости, вот в это состояние измененочки, да, для того, чтобы не думать о своих неудачах, да, о своем жизненном провале. Значит, на людей смотрит сверху вниз. Он их вообще не видит, он очень нарциссичный человек, у него сложности с чувствами, в принципе сложности с чувствами и с эмоциями, он не понимает, как это чувствовать. Он не понимает, понимаете? Он как будто бы все время играет какую-то игру. Он может вам сыграть влюбленность, он может вам сыграть очарованность, страсть, но это все пройдет, потому что маски рано или поздно снимаются с человека. И вот когда оголяется его суть, а там пустота, понимаете, там такая заснеженная долина, по которой вы можете идти, 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 никого не встретить никогда. Вот, значит, поэтому этот человек, он как бы не совсем понимает, как это любить, как это заботиться, как это дарить свои эмоции. Он привык только поглощать. Поглощать. С детства он поглощал внимание, заботу, бесконечное восхищение его персоной. И он хочет, чтобы это длилось всегда. Чтобы всегда люди, все вокруг, не только вы, преклонялись перед ним, говорили ему, какой он великий, какой он талантливый. И вот просто идти, знаете, с высоко поднятой головой по другим людям. Он видит только себя. Он видит только себя. Хорошо. Между вами стена тишины. Что он думает о вас за этой стеной? Что он думает о вас за этой стеной? Так, он думает о том, что вы его не оценили, о том, что вы видите в нем какого-то ребенка неразумного. И почему-то не хотите с ним нянчиться. То есть у него такие, знаете, своеобразные мысли, противоположные друг другу, я бы сказала. С одной стороны, он как будто бы говорит: я не ребенок, почему ты видишь во мне маленького дитя? Я взрослый мужчина, я очень успешный, я движусь по жизни вообще семимильными шагами, у меня все получается. С чего ты решила, что я незрелый человек? С другой стороны, ну, то есть, вот представляете, такая мысль, да, и тут эту первую мысль настигает другая. Ты почему не хочешь со мной нянчиться? Почему ты не хочешь меня выслушивать? Почему ты не хочешь мне помогать? Где твоя материнская энергия? Почему ты не хочешь меня безусловно принимать и любить? Что за фигня вообще? Понимаете? То есть, как бы здесь человек и хочет быть ребенком для вас, и возмущен тем, что вы это видите. Понимаете? Он, наверное, хотел бы, чтобы вы жили с закрытыми глазами и, ну, образно говоря, да, сердцем, интуицией, и называли его настоящим мужчиной, господином своим, да, восхищались им, и при этом выполняли функцию матери рядом с ним. Ну вот он так вырос, и он этого требует от женщины. Что он еще думает за стеной тишины? Он думает о том, что вы виноваты в том, что вы очень сильно все усложняете. Вы понимаете, вы человек, который опирается на чувства, вы очень такая кубковая. Вы такая кубково-пентакливая женщина, я бы сказала. То есть вы хотели бы настоящих эмоций, настоящих чувств от человека, чувств, которые идут из сердца,
И вы думаете о пентаклевом проявлении, о том, что должна быть основа жизни. Должен быть дом, должны быть дети, в доме должно пахнуть вкусной едой, да, вот каждый должен выполнять свои обязательства, какие-то вложения вкладывать. То есть вы такая вот, знаете, настоящая женщина, жена, мама, хозяйка. Вот это все про вас. И вы хотите вот это видеть в человеке. И вы ему это как-то все показали, проявили. А он такой: да нафиг надо. Что ты усложняешь-то? Что ты выдумала? Будущее, хренудущее, дом, не дом, кто сколько зарабатывает, кто сколько вложил. Выкинься из головы, давай жить сегодня. Надо быть легче. Надо быть легче. Я же тебе просто сказал, я тебя люблю, мы любим друг друга. Все. Взяли за руки, пошли в постель. Понимаете? То есть как-то вот у вас разные взгляды на отношения. И он знает о ваших взглядах. Он знает о том, что вы хотели бы видеть, что вы хотели бы чувствовать. Да? Ему это не нравится. Он говорит о том, что вы все усложняете. И думает сейчас о том, что вы разрушили счастливые взаимные отношения с ним тем, что вы все усложнили. Тем, что вы захотели все перевести на какие-то такие, знаете, более реальные рельсы. Вот так. Типа все могло бы быть проще, покупка, мы могли бы радоваться как дети, вот наслаждаться тому, что есть, наполнять друг друга, но она что-то там завелась, да, какие-то требования стала выдвигать. Вот, значит, он думает о том, что он жадина, и он не отдаст вам свои чувства, он не отдаст вам свои эмоции, что надо поэкономить эмоции, потому что их не так уж и много, и, собственно, зачем я ей буду что-то показывать. И вообще, в принципе, он думает о том, что очень важно, чтобы вы не догадались, что он думает о вас. Очень важно, чтобы вы не знали о том, что он о чем-то переживает, о том, что он вообще вот это все, знаете, в голове перемалывает. Он пытается строить из себя абсолютно равнодушного человека. Понимаете? Абсолютно равнодушного человека. Делая вид, что ему все равно, что между вами конец, десяточка мечей, что ты захотела этой тишины, получай пропасть, да, получай просто полное безмолвие навсегда. Вот так он думает о том, чтобы вы не заметили его заинтересованности. Хорошо. Будет ли он действовать? Ждет от вас. Он говорит о том, что такое ощущение, что вы всегда сами выходили из ссор, вы всегда сами выходили из молчанок, типа того, что пусть опять выходит она. Здесь, знаете, на действия будут показательные выступления. То есть мужчина будет всячески показывать, как он счастлив без вас. Если он, допустим, женат, он будет демонстрировать фотографии со своей семьей, с улыбкой от уха до уха, как он счастливый, как он богатый, как у него все охренительно. Если он свободен, то это будут фотографии с отпуска какие-то, знаете, что вот я такой шикарный, я так шикарно отдохну, посмотри, какой я загоревший и счастливый. Значит, мужчина всячески будет показывать, что вы ему не нужны, рассчитывая, что вы начнете за ним бежать. Рассчитывая на то, что вы выйдете из этой молчанки самостоятельно, начнете действовать, начнете его завоевывать, и тогда он сможет вас скрутить в бараний рог. Вот так. Конечно, он думает о вас, он вас не выкинул из головы. Его поведение, молчание и демонстрация великого счастья без вас – это манипуляция, да, то есть это такая игра, из расчета надавить
на ваше эго, на ваше самолюбие, чтобы вы снова начали его как бы отвоевывать у кого-то. Вот. В ближайшее время я не вижу, чтобы он действовал, он лишь будет вас провоцировать. Да? Это все большая провокация называется. Благодарю вас, двоечки. Двигаемся дальше. Двигаемся дальше. Троечки. Так, мужчина хочет денег. Он говорит о том, что он сейчас усиленно работает для того, чтобы заработать деньги. Вот, значит, что-то такое в его жизни происходило, связанное с любовью, с браком. Может быть, он не раз разводился, этот человек, может быть, его бросали женщины, но у него, знаете, такое принятое решение. Все, короче говоря, ну в баню эту всю любовь, всю эту страсть, всех этих баб, к чертям собачьим. Буду зарабатывать бабки. Все, концентрируюсь конкретно на зарабатывании денег. Иду в эту сторону. Вот, значит, типа того, что он начал жизнь с нового листа, и в этой жизни нет места никаким женщинам, есть место только обогащению. Вот, значит, сам по себе мужчина не особо знает, как зарабатывают деньги. То ли он всю жизнь работал на кого-то, да, и он понимает, что у него есть финансовый потолок, и он этот потолок, конечно же, не пробьет. Для того, чтобы его пробить, нужно выходить там, в свой бизнес, например, да, в собственный бизнес. А он не знает, какой бизнес, чего там делать вообще, как зарабатывать. Это человек такой наемный работник. При этом здесь мужчина, который привык что-то делать руками. Он такой хозяйственный, умеет по дому тут подшаманить, там подшаманить, там подшаманить. Он, в принципе, так как бы. Если постарается сделать хорошо, сделает хорошо. Если ну, по-быстрому захочет, сделает плохо. Но, в принципе, все умеет. И вот как заработать какие-то большие деньги по десятке пентаклей, о которых он мечтает, он не совсем понимает. Хочется денег? Хочется денег. А что делать-то? Да хрен его знает. Вот. Он рассчитывает на то, что судьба как-то так вот повернется к нему лицом, какие-то люди его куда-то позовут, что-то предложат. Ой, не могу сейчас чихну. Надеюсь, что нет, простите. О, Господи. Короче говоря, все время ждет, что кто-то его куда-то позовет, и кто-то ему что-то подскажет. И, может быть, это мужчина, который участвует в сомнительных мероприятиях. Вложение денег, ну, там, допустим, накопил какую-то небольшую сумму, ему говорят, давай вложимся там, в акции. Вот он бежит, вкладывается в эти акции, теряет деньги, потому что все бездумно. А потом ему говорят, давай закупимся зерном и отвезем там в какие-то районы, где нужно зерно. Он тут же бежит, закупается зерном. Ну, то есть вот он как бы реагирует на какие-то странные предложения, но это все пустое. Сам по себе человек не имеет какой-то цели для себя и не чувствует пути реализации своих замыслов. Все время опирается на чужое мнение каких-то мужиков, ребят. Да я там с человеком поговорил, да человек меня научит, да человек мне скажет. И вот у него вечно какие-то вот эти человеки везде есть. Понимаете? Кому-то позвонил, вы ему, например, говорите, устройся на работу.
да, а он говорит: так, я позвонил Петровичу, сказал, что вот я хочу на работу устроиться, он когда-нибудь мне ответит и позвонит. Вот какие-то у него постоянно обходные пути, Петровичи, Иванычи, Сергеичи, и никакого результата. Никакого результата. Хорошо. Между вами стена тишины. Что он думает о вас? Угу. Так, что он думает о вас? Что какие-то его планы оказались пустыми мечтами, что все между вами закончилось, что ему с вами очень сложно общаться. Вы стали другой. Здесь такое ощущение, что это человек, которого вы знаете давно. Когда-то вы были такой, как ему нравилось, а сейчас вы стали другой. Вы стали сложной, слишком умной, слишком требовательной, и все это ему не нравится. Он говорит, что он мечтал, вот я бы сказала так, да, когда я возвращался в эти отношения, я мечтал о том, что она такая же вот легкая, воздушная, ждет меня, будет рада, мы возьмемся за руки, и вот как-то у нас все потечет в русле любви. Оказалось, что она стала очень сложной, занудной, что у нее какие-то свои собственные проблемы. Она вообще меня не хочет, она не хочет идти никуда, она не хочет ничего делать для меня. Как будто бы у нее не осталось ко мне чувств. Вот, значит, что он еще думает? Он думает о том, что между вами какое-то такое расстояние а-ля пропасть, причем это расстояние может быть не физическое, да, то есть это не вот такое расстояние, там он в одной стране, вы в другой. Он говорит, это расстояние ментальное, вы совершенно по-разному смотрите на жизнь. Вот вы один человек, а он абсолютно другой. И он такой типа, блин, когда я приходил к ней, вот ощущение, что возвращался из далекого прошлого, да, когда я приходил, я-то рассчитывал увидеть такую же фантазерку, наполненную кубковую королеву, которая бы была рада одарить меня своей кубковой энергией. А оказалось, что она находится в звезде. То есть она за это время выстроила себя, выстроила какую-то карьеру, обучение, возможно, прошла. Она стала рациональной, она стала анализировать. Да? Не просто слепо прыгать в какие-то чувства, а анализировать. И самое главное, у нее появились границы. Понимаете? То есть он думает о вас, что сейчас, на сегодняшний момент, он вас не тянет, вы стали слишком сложной. Ему не нравятся ваши границы, он считает, что вы не имеете права их выставлять в его сторону. И вот по сути вы сегодняшнее ему не нравитесь. Он такой, я рассчитывал увидеть нечто совершенно другое. А вот то, что я сейчас вижу, мне как-то совершенно как бы не нравится. Вот так. Хорошо. Он побаивается вас, этот человек, потому что вы реально стали другой, вы реально стали какой-то взрослой, осознанной, слишком умной для него. Он не понимает, о чем вы говорите, понимаете? Вам нужно прям вот вдалбливать ему что-то. Хорошо, хорошо. Действия. Какие будут действия? Будет ли он вас возвращать?
будет ли он вас возвращать. Здесь, конечно, будут попытки. Попытки, знаете, какие? Первое, ментальные. Этот человек будет вас пробивать через ментальный канал, пытаться с вами разговаривать. То есть вы, знаете, спали себе спокойно, жили себе спокойно. И тут внезапно он появляется в вашей голове, и вы начинаете спорить. И вы себя ловите на мысли, что это происходит у вас в голове, что это происходит в каком-то пространстве, да, но не прямо перед вами, что вы сидите на работе или что вы занимаетесь делами, и тут вот это все произошло. Значит, он вас будет пробивать ментально для того, чтобы вы о нем помнили, для того, чтобы вы о нем думали, и чтобы вас как-то подцепить на вашу реакцию. Дальше, если это не пройдет ситуация, человек может проявиться к вам опять с манипуляциями, понимаете? То есть он все время пытается увидеть в вас какую-то вас прошлую, понимаете? Прошлую вас ищет. И он думает, ему кажется, что вы притворяетесь, что вы надели маску какой-то недоступной женщины, и это все притворство, это можно все снять, да, всю эту маску можно разрушить, если как-то вот действовать по-старому, понимаете, если дать вам возможность вспомнить, что вы же когда-то его любили, что у вас была эмоциональная связь, это я как бы твой там Дима или Саша, это же я там, это я, Димка, это я, Сашка, это же я, Серег, ты чё, блин, обалдела, да, о чем ты говоришь? То есть какое-то, знаете, странное ощущение, что парень хочет достучаться до небес, достучаться до какого-то прошлого, до какой-то прошлой девочки, которая жила, судя по всему, ради него. И вот это он будет делать. То есть будут манипуляции. Сначала ментальное проявление, потом физическое проявление. Написал, позвонил, надавил на какие-то старые мозоли, понимаете? То есть, а помнишь, как мы с тобой лежали под звездами, да, ели мороженое, нам было по 15, какие мы были счастливые. То есть он будет пытаться вас вернуть вот ту. Ну, не знаю, насколько вам это нужно, если честно, потому что ощущение, что вы переросли этого мужчину очень сильно. И действительно вы живете какой-то совсем другой, более полноценной жизнью. И он не может ничем обогатить вашу реальность. Абсолютно ничем. Как-то так, мои дорогие. Благодарю вас. Такой получился сегодня разбор. Напоминаю тем, кто не знает о том, что открыт второй канал, да, что я открыла для вас. Второй канал, который называется Людмила Шпакова в потоке. И я приглашаю вас перейти по ссылочке под этим видео на этот канал, подписаться. И в этом случае вы сможете смотреть наши с вами раскладики ежедневно, да, в прежнем режиме. На том канале тоже очень много интересного. Благодарю вас еще раз и, как обычно, хочу пожелать вам только одного: встретить свою настоящую любовь и не потерять в ней себя. Ну а мы увидимся с вами в следующих видео на канале Людмила Шпакова в потоке. Пока-пока.